Бог живет в сердце каждого из нас. Но если посмотреть на мир, на все, что в нем происходит, на людей, на то, что они творят, то в сердце сразу закрадывается сомнение. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, откуда взялась вся эта вселенная? Откуда взялась вся эта вселенная и как в ней все работает? И знаете, в чем я уверен? Что в большинстве случаев никто не задавал себе этот вопрос. Потому что практически у каждого человека на планете Земля есть уже свой личный готовый ответ. И каждый раз, когда я кому-то задаю этот вопрос, обычно мне отвечают: «Вселенную создал Бог». Ну или «Вселенная появилась из Большого взрыва». Но все эти объяснения похожи на объяснение, как работает iPhone, причем одним предложением. Ну, там в этой черной коробочке находятся гномики с фонариками, которые подсвечивают экран телефона. На самом деле, Вселенная – это вовсе не то, что мы о ней думаем. Потому что все, что у нас есть, это не какая-то там реальная картина мира, а только ее описание. Причем ограниченное восприятием наших собственных органов чувств. Теория, которая на самом деле не имеет никакого отношения к реальности. Вселенная – это никакие не часы, никакой не механизм, не какой-то там бесконечный хаос. Вселенная – это как система, как организация, как корпорация, в которой все очень четко работает. Древние видящие назвали создателя Вселенной орлом. Но орел – это никакая не птица. Орел – это сила, которая порождает осознание живых существ и потом, после смерти, забирает их обратно. Современные видящие назвали бы орла системным администратором. Но его суть от этого никак не поменяется. Орел он и в Африке. Орел. Вселенная, в которой мы все находимся, не появилась сама по себе из ничего. Потому что из ничего вообще не появляется ничего. И, к слову, все мы об этом знаем. У Вселенной есть структура. Есть свои руководители, есть свои стажеры, есть свои операторы, есть мы. Просто люди. Религии нам говорят, что Вселенную создал Бог. Но на самом деле все это абсолютно не так. Не Бог создал эту Вселенную, а Вселенная внутри самого себя вырастила Бога. И первый, кто в ней появился, был Брахма. На самом деле абсолютно не важно, как его называть. Можно называть его как угодно. Можно Будда, можно Яхве, можно Кришна или Аллах. Или вообще каким-нибудь новым придуманным именем. Имя вообще не имеет никакого значения. Потому что у Бога, которого мы все пытаемся как-то назвать, нет никакой личности. Мы, люди, даем ему имена, чтобы указать пальцем на Луну. Но палец, который указывает на Луну, вовсе не Луна. Бог – это сновидящий. Он тот, кто первый осознался в этой вселенной. Осознался, понял, как здесь все работает, разобрался во всех законах вселенной и создал мир своим сновидением, свой личный пузырь восприятия. К слову сказать, если кто-то думает, что мы живем в какой-то там отдельно взятой вселенной, то он глубоко ошибается. Потому что мы живем в мультиверсе, в котором существуют миллиарды вселенных. И в каждой из них свой Бог. Но сегодня я буду говорить только о нашей вселенной, а не обо всех вселенных сразу. Каждые 4 с лишним миллиарда лет просыпается очередной Бог. Просыпается и говорит: «Да будет свет!» И становится свет. Он настраивает скорость света, гравитацию, законы, которые мы считаем незыблемыми. Мы думаем, что Земля притягивает камень потому, что такова природа вещей. Но нет. Это Бог притягивает камень своим собственным намерением. Согласно инструкциям незыблемых законов потенциала.
И его работа состоит в том, чтобы не вмешиваться. Не вмешиваться в свое собственное творение. Он создает систему и позволяет ей просто течь. Потому что он просто тот, кто за всем наблюдает. И даже Бог иногда устает. У него есть день, у него есть ночь, у него есть работа. Его день длится миллиарды лет. И в это время, пока он бодрствует и наблюдает, он видит, как муравьи, люди строят свои муравейники, воюют, любят, умирают. И он при этом не плачет и не смеется. Он просто смотрит, потому что эмоция – это личное. А у Бога нет никакой личности. У него есть только задача. А ночью он засыпает, и вселенная схлопывается. Схлопывается, как мыльный пузырь. Звезды гаснут, галактики сворачиваются, а время останавливается. И он видит сны. И в этих снах он встречается с другими такими же, как он. И они там где-то на задворках вселенной обмениваются опытом. Один говорит: «Я создал существ, которые думают, что они это свободные существа», и ржут, как кони. А другой отвечает: «А я создал существ, которые знают, что они рабы». И они все равно смеются. И они опять ржут. Ржут, как кони. К слову сказать, иногда боги тоже ошибаются. Ошибаются с настройками этой вселенной. И тогда рождается мир страданий, мир без выхода, мир полностью ограниченный во всем. Тогда приходит проверка, и очередного бога увольняют. Да-да. К слову сказать, богов тоже иногда увольняют. И их отправляют потом вниз, в плотные миры, чтобы они снова стали червячком, паучком, а потом человека, и доросли до бога. Может быть, и он сейчас, этот Бог, находится прямо здесь, среди нас. И может быть, это ты, дорогой мой зритель. Второго парня, который находится где-то там на небесах, называют Вишну. И он тоже это не имя. Он это просто функция. Если Брахма – это сновидящий, то Вишну – это сталкер. Тот, кто работает с нашей реальностью, причем уже созданной. Тот, кто следит за порядком. И у него есть 1000 лиц, 1000 масок. Он может быть Кришной, он может быть Иисусом Христом, он может быть нищим где-то на дороге, который просит у тебя милостыню. Он тот, кто приходит в этот мир тогда, когда в этом мире нарушается равновесие. Приходит, чтобы все поправить и гармонизировать. Вишну или Вышень – это просто сила. Сила, которая балансирует наш мир. А мир – это только его описание. Это все, чему мы даем имя. Стол, стул, тело, мысли, законы. А есть еще реальность. Реальность называется Нагваль. Это то, что находится за пределами любых описаний, любого имени. Реальность, в которой Вишну стоит на границе между мирами. Одной ногой в Тонале, а другой ногой в Нагвале. Каждые 500 миллиарда лет он созывает совет. И туда приходят брахмы из разных вселенных и докладывает: «Здравствуйте, мой дорогой начальник. Мои люди во вселенной открыли атом, а мои научились летать без крыльев, а мои до сих пор воюют из-за того, что чей-то бог, должен быть самым правильным». Делят, так сказать, 2 палочки Твикс, и все никак не могут понять, чья палочка лучше. Правая или левая. А Вишну сидит, все это слушает, смотрит и улыбается, потому что он никого не судит и не осуждает. Он просто координатор, который все координирует. Вишну – это координатор всех вселенных нашего мультиверса. Вишну не исполняет никакие желания. Не слушает никакие молитвы, потому что желания и молитвы – это для слабых.
Вишну дает не исполнение, Вишну дает возможности. Причем каждому из нас. Маленькие щели в нашей собственной жизни, в нашем собственном тонале, через которые иногда просачивается свет реальности. Мы называем это интуицией, озарением, случайностью. Но на самом деле все это никакие не случайности, потому что случайностей в мире вообще не бывает. Это просто Вишну открывает двери. Открывает двери для каждого из нас. Но войти в эту дверь ты можешь только сам. И, к слову, у Вишну или у Вышиня, неважно, как его называть, тоже есть начальник. А у того начальника свой начальник. И эта цепочка уходит в бесконечность. Потому что жизнь не заканчивается никогда. Бог – это не какой-то застрявший персонаж в своем истинном абсолютном совершенстве. Бог тоже развивается. И орел – это лишь последнее известное нам звено. И орел – это далеко не конец. Третьего парня, кстати, зовут Шива. Обычный человек боится Шиву. Ну и в разных традициях его называют по-разному. В некоторых его называют смерть. Потому что мы смотрим на него и видим только один хаос и разрушение. И думаем, Шива – это зло. Но тот, кто все понимает, на самом деле видит не зло. Он видит просто танец. И думает, что вау-вау-вау, вот она, наконец-таки, свобода. Наше окончательное освобождение. Освобождение от всего. Потому что Шива это просто уборщик. Не в смысле человек с пылесосом, керхер или со шваброй. А в смысле тот, кто освобождает это пространство от мусора. Мы не можем налить себе свежий чай в полную чашку, пока не выльем оттуда старый. А Шива – это как раз-таки тот парень, который заваривает чай. И он приходит тогда, когда Вселенная отработала свой собственный цикл. Или когда ты отработал свой. Когда твой тональ трещит по швам и становится слишком жестким, слишком предсказуемым, слишком мертвым, приходит этот парень и разбивает все вдребезги к чертям собачьим. А ты такой смотришь на все на это и кричишь: «Вау-вау-вау! За что? За что мне это наказание? За что мне эти страдания?» А это так-то на минуточку просто уборка, вынос мусор, всего того, что отжило. То, что надо выбросить, давно уже на помойку, а ты все за это цепляешься. Так вот, Шива сжигает все то, что отжило. Он как лесной пожар. Деревья кричат, звери бегут, а дым застилает небо. А потом через год на попелище вырастает новая зеленая травка, которой не было, кстати, прежде. И старые деревья обязательно вернутся, потому что их семена уже прорастают в сердцах каких-то людей и, возможно, в твоем собственном сердце. Шива – такой парень, который на самом деле ни с кем не разговаривает. Потому что он великий, осознанный, просветленный. И он все время танцует. И его танец – это танец Нагваля. В нем нет никакого смысла. В нем есть только сила. И если, по какой-то чудесной случайности у тебя появится возможность танцевать вместе с ним, то тогда ты станешь такой же, как он, свободным, Шивой. И если ты будешь сопротивляться, то он станцует тогда на твоих костях. Потому что Шиве на самом деле все равно. У него нет тоже никакой личности. У него есть только работа. А его работа – это убраться в доме. Когда в нашей жизни происходит какой-то крах, потеря работы, развод, смерть близкого, мы сидим и думаем. Мы думаем, что нас наказали.
А на самом деле это просто Шива пришел в наш дом с уборкой, и мы можем ему помочь. Убраться, вынести мусор, освободиться от всего того, что уже мертво, и не держаться ни за какие трупы в нашей жизни. А можем продолжать цепляться, и тогда Шива точно станцует на наших костях. Ну а теперь давайте поговорим о нас, о людях. Мы все думаем, что мы – это какая-то случайность. Причем в большинстве случаев. Мы думаем, что мы – это какая-то пыль на ветру, песчинки, пылинки, ошибка эволюции или гости на этой планете. Но все это неправда. Все это просто описание нашего собственного разума, который рассказывает нам сказки на ночь. Потому что каждый человек на этой планете Земля на самом деле просто стажер. Стажер, который подписал контракт, чтобы войти в этот мир. На стажировку. Каждому из нас дали напиток забвения, и мы забыли условия этой игры. Мы забыли, зачем сюда, собственно говоря, пришли. Мы забыли, что мы на самом деле просто находимся в школе. Просто находимся в школе, в которой мы проходим обучение и набираемся опыта. И каждая наша жизнь – это просто уровень. Где уровень первый – это научиться не вредить, возлюбить ближнего своего, как самого себя. Где уровень второй – это научиться помогать и создавать, а не разрушать и уничтожать. Третий уровень – это научиться наконец-таки улыбаться. Улыбаться и смеяться, что бы ни происходило с нами в этой жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, скорее всего, ты, мой дорогой зритель, застрял. Застрял где-то между первым и вторым уровнем. На уровне Homo sapiens. Человек разумный. Но не волнуйся. Все через это проходят. Потому что наш главный инструмент этой жизни – это выбор. Свобода воли. А никакая ни молитва, ни медитация, ни ритуал. Наш главный инструмент в этой жизни – это возможность выбирать. Мы сегодня можем кого-нибудь оскорбить. Оскорбить какого-то человека. И это будет одна галочка в нашем собственном резюме. Мы можем кому-то улыбнуться, и это будет абсолютно другая галочка. И абсолютно другая история и строчка нашей жизни. Каждый миг мы своими собственными поступками, своими собственными выборами голосуем. Голосуем за то, кем мы будем в следующей жизни. И кем мы будем вообще. Прямо сейчас. Потому что каждое наше действие имеет свое значение. И не потому, что есть награда или наказание, а потому что действие – это тот кирпичик, из которого мы строим свой собственный мир. И если кирпичики кривые, то дом под названием мироздания, наш собственный дом, он просто рухнет. Потому что дом стоит только тогда, когда кирпичи в доме ровные. И он может выдержать тогда любой натиск, даже если под нашим палисаднике будет танцевать Шива. Наши наставники, которые сидят там на небесах, Отец, Дух и Сын Его Святой, Брахма, Вишну, Шива, они не вмешиваются. Они не вмешиваются в процесс нашей жизни. Они это те, кто просто наблюдают. Наблюдают и видят. Видят все то, что мы здесь творим. И у них, к слову, есть своя система учета. Не какая-то там книга судеб, а как полевая тетрадь, где они отмечают вовсе не грехи, а они отмечают моменты нашего собственного осознания. И каждый раз, когда мы действуем в этой жизни безупречно, они ставят галочку и говорят «молодец». А каждый раз, когда мы действуем в этой жизни как животные, они ставят пропуск. Двоечник. Останешься на 2-й год. И вот в чем правда, дорогой мой зритель. Главный экзаменатор – это не боги, которые сидят где-то там в небесной канцелярии. Главный экзаменатор – это орел. И когда ты умрешь, он посмотрит на твою жизнь и спросит:
Было ли тебе весело, чувак? Научился ли ты чему-нибудь в этой жизни? Готов ли ты к следующему уровню? Готов ли ты преодолеть самого себя? Подняться, так сказать, над самим собой? Готов? Тогда иди дальше. Ну, а если нет, ну извини, братан, рециклинг. Мы устроим тебе переработку. И не потому, что это наказание, а потому что ты просто неудачный проект. А во Вселенной все работает по инструкции, по закону Бога.